Самые опасные ошибки, которые приведут к старению вашей кожи. Люди упорно делают одни и те же ошибки в уходе за кожей, из-за которых они выглядят хуже. Тут и сосуды, и кожа становится чувствительной, и появляются покраснения, шелушения, и пигментные пятна на лице, с которыми мы потом долго разбираемся. Меня зовут Юлия Щербатова. Я кандидат медицинских наук, я дерматолог, я косметолог и главный врач клиники. Я собрала и разобрала эти ошибки, чтобы вы знали, что не нужно делать со своим лицом, чтобы дольше оставаться красивой. Ошибка номер 1. Это не использовать SPF и жариться на солнце в самые неподходящие часы. Это примерно с 11 до 16. Когда кожа перегревается, особенно перегревается при помощи ультрафиолетовых лучей, инфракрасных лучей, то есть это все те, которые мы глазом даже не видим, она разрушается. Разрушается в прямом, а не в переносном смысле этого слова. То есть коллаген и эластин становится неплотным, нефункциональным, и появляются морщины, складки, птоз и так далее. Все некрасиво. Если вы любитель соляриев, бань, каких-то горячих ванн, каких-то любых перегревающих процедур, это точно приведет к тому, что вы постареете раньше, чем те, кто этим не занимается. Часто вы говорите о том, что средства с SPF содержат какие-то опасные компоненты, которые могут вам навредить. На самом деле производители, уважаемые, которые много-много лет на рынке, которые берут качественное сырье, проверенные формулы, и крем такой, естественно, не может стоить дешево, никаких опасных компонентов не содержит, можно не бояться. Ошибка номер 2 – это избыток простых сахаров в вашем питании. Об этом я говорю часто и не устану говорить никогда. Это не то, чтобы нужно избегать было всего-всего-всего сладкого, что есть на свете. Съешьте с удовольствием, но не раньше, чем час после основного приема пищи. И это не должно быть избыточным поступлением сахаров. Что это значит? Если вы в течение дня несколько раз едите что-то сладкое, печеньку, конфетку, шоколадку, льете сироп в кофе или кладете сахар в чай, если вы любите перекусывать на ходу всякими шоколадными батончиками и так далее, вот это и есть избыток простых сахаров. Вы будете шелушиться, вы будете краснеть, вы будете покрываться прыщами. Зачем вам это надо? Получите эффект так называемого сахарного лица. Это красное, шелушащееся, отечное лицо, которое реагирует на все нанесения любых кремов плохо. Еще одна ошибка по уходу за кожей – это чрезмерное или недостаточное очищение кожи. Что это значит? Некоторые из нас умываются до скрипа горячей водой, часто используют эксфолианты, скрабы, пилинги, скатки, какие-то очень пенящиеся средства, которые до скрипа отмывают кожу. Вот это гарантированный путь к тому, что ваша кожа рано или поздно станет очень чувствительной, будет краснеть от любого нанесения любых средств, будет рано стареть и будет шелушиться при каждом удобном, неудобном случае. Вторая крайность – это недостаточное очищение. Выделяется кожное сало, в этом кожном сале живут бактерии, сюда же прилипает пыль, частицы там, от подушек, от одежды, декоративная косметика. По улице прошли всевозможные частицы копоти и все, что содержится в продуктах горения, выхлопные газы и так далее. Все это прилипло на кожу, а вы ничего с этим не сделали и легли спать. Вот это катастрофа для кожи. Это точно приведет к ее увяданию, как мужчин, так и у женщин, приведет к ухудшению ее кровотока, приведет к нарушению цветности кожи, к высыпаниям и к раннему старению, конечно же. Четвертая ошибка – это скрабы, щетки, мочалки и всевозможные отшелушивающие жесткие частицы. Есть такие даже куски мыла с такими какими-то жесткими компонентами, там скорлупа ореха, бог знает что еще, которые механически отшелушивают клеточки кожи. Дело в том, что равномерно отшелушить вы их не сможете. Очень легко перестараться, а особенно если вы перед этим намочили кожу и она немножечко разбухла, и тут-то вы ее и поскрабили, особенно там с пятками можно еще так поступать, а вот с кожей на лице так делать никогда не надо, потому что вот это механическое отшелушивание гарантированно приведет к тому, что кожа начнет защищаться от этих механических воздействий, начнет неправильно отшелушивать клетки кожи, начнет больше вырабатывать кожного сала, станет грубой и некрасивой. Пятая ошибка – это неподходящий вашей коже уход. Что такое неподходящий? Например, мои пациенты-мужчины очень часто говорят, что они не пользуются никаким кремом, только кремом после бритья. Так,
немножечко. Никогда не используют крем с SPF и вообще никогда не пользуются масками. Все это для женщин. А женщины, в свою очередь, говорят: ой, я так занята, и забываю вообще мазаться любым кремом. Или женщины с сухой кожей, которые считают себя сухокожими, а на самом деле они очень часто бывают обезвоженными. И вот обезвоженную кожу лишают увлажнения, лишают питания и выбирают кремы, которые просто им не подходят. Вот эти ошибки приведут к тому, что ваша кожа будет стареть и будет выглядеть неухоженной. Как правильно на самом-то деле подобрать уход? Прийти к врачу, вы удивитесь. Врач — это не тот человек, который только аппаратные какие-то процедуры или инъекционные делает, но и тот, который специально учился для того, чтобы понимать рецептуру разных косметических средств, понимать про составы, понимать про то, какие вещества правильно должны входить в конкретный крем, который подойдет именно вам. Поэтому вот этот индивидуальный подбор ухода нельзя переоценить. Это очень важно, и то, что позволит вам сэкономить средства. Шестая глобальная ошибка — это курение. Курение, еще раз курение. Дело в том, что кажется, вот сейчас, кстати, модно опять стало почему-то курить, всякие электронные штуки, вейпы, какие-то обманывающие вас устройства, которые как будто бы это не курение сигареты, я же не курю сигареты, говорите вы. Это наносит колоссальный урон вашей коже. Как конкретно? Ну, во-первых, никотин работает в моменте. Вот не тогда, когда вы уже забыли про эту сигарету, а тогда, когда вы курите. Но никотин — это еще ладно. Есть очень неприятные смолы и летучие соединения, которые образуются в процессе нагревания и горения. Эти штуки разрушают капиллярное русло вашей кожи. Очень просто увидеть курильщиков. У них плохая серая кожа с пятнами. И очень часто у женщин губы становятся тонкими, и вокруг губ образуются такие кисетные морщины. Седьмая, очень распространенная ошибка — это недосып. Недостаток сна разрушительно воздействует на нашу кожу и на все органы нашего организма. Ошибка эта очень недооцененная. Считается, ну что такого, не поспал и не поспал. Потом посплю и вроде нормально себя чувствую, да, там, 2 часа поспал, но вроде бодро, там, залью кофе, все будет хорошо. На самом деле сон — это единственное время в сутках, когда организм регенерирует, когда он восстанавливает все свои повреждения. Если вы не спали, то ваша кожа будет выглядеть ужасно. Даже если один раз организм вам это простит, во все следующие разы вы увидите темные круги вокруг глаз, вы увидите отечность, вы увидите угнетение коллагеногенеза, когда кожа станет дряблой, тонкой, неупругой, и вот это все, причем не только на лице, но и на всем теле. И помните, если в 20 лет организм прощает нам бурные многочисленные ночи неспанья, то в 40 лет вам придется за это заплатить.